История покера знает много выдающихся игроков, которые слишком легкомысленно относились к своему природному таланту. Они в полной мере использовали лучшее качество за столами, но никогда не воспринимали покер как постоянный труд в погоне за совершенством. Сегодня речь пойдет об одной из самых ярких личностей в индустрии, в свое время наводившей ужас на сильнейших профессионалов. Виктор Блум. Кто он? Непревзойденный талант или удачливый любитель, не выдержавший конкуренции в новых реалиях онлайн-покера? С вами Академия покера. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Poker Room Jackpoker – это эксклюзивный бонус, 50% дополнительного рейкбека без ограничений на первые 2 недели игры. Виктор Блум родился 26 сентября в городе Гетеборг, втором крупнейшем городе Швеции после столицы Стокгольма. Как и положено, одному из самых загадочных покеристов в истории, о его семье известно крайне немного. С покером он познакомился в 14 лет, благодаря старшему брату Себастьяну, с которым он сражался несколько дней подряд 1 на 1. Игра увлекла юношу, и он приобщил к ней несколько друзей. Затем сообщество выросло, объединив большую группу учащейся школы Виктора. Они соревновались во время перемен. Сам Блум потом будет вспоминать, что в один из обеденных перерывов за импровизированными столами собрались одновременно 25 игроков, и Виктор оказался сильнее всех соперников. Когда Блуму исполнилось 15, они вместе с братом зарегистрировали аккаунт в онлайн-руме. Братья совместно сыграли в турнире. К слову, подобное называется тимплеем, запрещено во всех онлайн-комнатах и карается строжайшим образом. И это если закрыть глаза на возраст юноши, который даже не имел права участвовать в карточных соревнованиях. А между прочим, братья добрались до 5-го места и выиграли $300. Огромная сумма для них в то время. Вскоре братья разделились и стали играть с разных аккаунтов. Уже через несколько недель Виктор гриндил Sit and Go по $530 и за несколько месяцев заработал более $275 тысяч. Напомним, Блуму в тот момент было всего 15 лет. Впрочем, безалаберный подход к банкроллу проявлялся уже тогда. Виктор поднялся еще выше и, угодив в даунстрик, проиграл практически все деньги. Пришлось снова стартовать с низов. Накопив банкролл в 3000, он снова вернулся в дорогие турниры и раскрутился, после чего решил взять паузу. Точно неизвестно, каким образом юноша работал над игрой, да и делал ли это в принципе. Но его возвращение в возрасте 17 лет было триумфальным. Он сделал депозит в $2500 на пати-покер и, обсудив планы с другом, принялся играть. Он отказался от турниров и сфокусировался на хедс-апе. Через 3 дня друг поинтересовался, как дела. Он ожидал услышать в ответ, что Виктор закатался и остался в небольшом плюсе. Но оказалось, что Блум выиграл $200 тысяч за 2 дня. Продолжив удачную серию, через 2 недели он раскрутился до сумасшедших $1 700 000. Но все это происходило не слишком заметно для сообщества, так как основной экшен в то время был на высоких ставках. Регуляры разного уровня и компетенций часто взлетали на средние ставки и также стремительно падали. Поэтому на них редко обращали внимание. 16 сентября 2009 года в одном из самых массовых румов того времени Full Tilt Poker появился никому неизвестный новичок под ником Исильдур-1. К слову, имя было позаимствовано у одного из легендарных персонажей вселенной Толкиена. Исильдур – тот самый король Гондора, который одолел в древней битве Саурона и забрал кольцо всевластия, и который впоследствии погиб, когда кольцо предательски соскользнуло с его пальца, выдав короля оркам. Вознесение и падение. Кто бы мог подумать, насколько выбранный ник символично преопределит особенности покерной карьеры. В ноябре дерзкий новичок наигрался на низких и средних лимитах и вдруг был обнаружен за столами NL 100 000. Лобби высоких ставок уверенно держали Том Дван, Фил Айви, Брайан Таунсенд, Патрик Антониус и еще около 20 топовых регуляров.
Естественно, все они были очень рады обнаружить среди соперников ноунейма. Причиной радости был стиль Исильдура. Сверхагрессивные лаги обычно очень быстро раздают деньги профессионалам. А именно такой стиль исповедовал швед. Вместо привычных 10% трибетов он стремился раздувать каждый банк. Непрерывные ставки и рейзы постоянно держали соперников в напряжении. Дело в том, что в отличие от маньяков-любителей, Исильдур был совершенно непредсказуемым оппонентом. Стоит привести слова Фила Галфанда, одного из топов того времени. Он сперва сам пострадал в противостоянии с шведом, а потом стал его хорошим другом. Постепенно мнение об игре Исильдура изменилось с маньяк, который быстро все потеряет, на «он, кажется, знает что-то, о чем мы даже не догадываемся». Во время нашей первой сессии я чувствовал себя не очень комфортно. Мне казалось, что он пытается обыграть меня в каждой раздаче, постоянно блефуя, иногда на весь стэк. Я начал делать непривычные лузовые колы, иногда даже угадывая. Я не понимал, как можно играть в такую агрессивную игру, но при этом сохранять некое подобие баланса. Играть с таким соперником очень интересно, но и страшно. Виктор не был бездумным маньяком. На самом деле, он был очень умным игроком. Я ошибся один раз, другой, потом угадал, а потом снова ошибся трижды. Он делал то же самое, что и я, только лучше. Каково же было изумление хайроллеров, когда они по очереди в одну калитку проиграли очные противостояния новичку. К 15 ноября профит Исильдура составил 5 980 000 $. Самым знаменитым противостоянием стал затяжной хедс-ап с Томом Дваном. Соперники играли за 6 столами одновременно на протяжении недели. В итоге Исильдур обобрал Дура на $4 миллиона. Но затем началась черная полоса. Сперва Блум принял вызов от Патрика Антониуса, который захотел взять реванш за предыдущее поражение. За один день Финн выиграл почти 3 миллиона. Эта сумма еще долго оставалась самым крупным проигрышем и, соответственно, выигрышем в онлайн-покере в течение одного дня. Правда, уже на следующие сутки Исильдур смог вернуть 2 миллиона. Затем уже сам Блум бросил вызов Филу Айви. Американец подтвердил умение адаптироваться под оппонентов любого уровня и выиграл более 3 миллионов. Однако после матча он признался, что Исильдур был самым сложным оппонентом в его карьере на тот момент. А затем произошло противостояние с Брайаном Гастингсом. Тот отобрал у шведа еще 4 миллиона всего за 5 часов. Правда, завершился матч скандально. Оказалось, что Гастингс получил историю рук на Исильдура у Брайана Таунсенда, что запрещено правилами Рума. То есть Гастингс имел нечестное преимущество в виде чужой статистики. В итоге Таунсенд даже лишился статуса Red Pro, который давал ему ряд привилегий от Full Tilt. Хотя поражения не разорили Исильдура, он почти на год самоустранился из самых дорогих игр. А в конце 2010 года неожиданно стал партнером PokerStars. В новом для себя руме он запустил челлендж, предложив соперничество любому желающему сыграть на ставках не ниже NL 10 000. Так, в марте 2012 года он победил Айзека Хекстона, выиграв $500 000. Впрочем, в том же 2012 году Исильдур сменил партнера и перешел в команду Full Tilt. Ее членом он оставался до самого распуска партнерской программы Рума в 2014. В 2015 Блум вернулся на высокие ставки и тут же стал самым плюсовым онлайн-игроком года с прибылью более $2 миллионов. Но уже в 2016 году он стал самым минусовым покеристом. После объединения PokerStars и Full Tilt он проиграл более 600 000. В 2017-м швед принял участие в чемпионате мира по онлайн-покеру на PokerStars, отыграв 17 турниров. Попадание в призы принесло ему почти $2 миллиона. Хотя Исильдур до сих пор не отказывается от игры в онлайне, его пиковые достижения уже позади. Во-первых, изменился сам покер. Во-вторых, чистым талантом конкурировать с экспертами ГТО невозможно. Машина всегда переиграет человека, не оценив его творческий подход к стратегии. Тем не менее, Блум искренне любит покер. Совершенно невозможно представить, что он расстанется с любимым делом, которое в свое время принесло ему много эмоций и внушительную прибыль.
Последние годы швед все чаще появляется за живыми столами, но в действительности его выход в офлайн состоялся в далеком 2010-м. Правда, его участие в европейском этапе мировой серии не вызвало резонанса, ведь никто тогда еще не знал реального имени грозного хайроллера. Но в январе 2012-го личность Исильдура была наконец рассекречена. Будучи партнером PokerStars, он отправился на Багамы, где принял участие в PokerStars Caribbean Adventure за $100 тысяч. Застенчивый швед выиграл это событие, заработав более $1 200 000. С тех пор он периодически пробовал свои силы в турнирах мировой серии, европейского тура и живых соревнований от онлайн-румов. Так, в 2018 году он занес турнир Party Poker Live, выиграв более $1 миллиона. Начиная с 2023 года, Исильдур активно участвует в событиях мировой серии и заявляет о желании раздобыть браслет. Ближе всего к мечте он подобрался в прошлом году. Он трижды проходил за финальный стол. Дважды занял третье место, в том числе в 100-тысячнике по холдему. Там он заработал $1 300 000 и еще раз стал четвертым. Но сам факт, что швед попал в призы 10 раз, говорит о том, что он в полном порядке. Видимо, новые веяния в изучении стратегии все же не прошли мимо некогда ярого противника покерного софта. Как только Блум достиг совершеннолетия и понял, что с покером будет связана его жизнь, он отправился в Великобританию. Дело в огромных налогах на покерные выигрыши в Швеции. В то же время сам Исильдур отмечал, что Лондон с его тусовками и при огромном количестве денег на руках негативно повлиял на его карьеру. Он слишком много развлекался в ущерб игре, поэтому к концу нулевых перебрался в небольшой шведский городок, откуда лишь периодически выбирался в командировки на живые серии. Виктор никогда не занимался теорией, как это принято в покерной среде. Он сам с гордостью заявлял, что его стратегия – результат личного опыта. Он ни разу не открывал покерные программы вроде солверов, не читал книг и статей. Он понимает покер интуитивно. Тот же Гальфанд вспоминает: «После долгих уговоров Виктор согласился записать со мной совместное обучающее видео для Run It Wise. Но когда мы начали записывать видео, сразу стало понятно, что ничего не получится. На все мои вопросы он ограничивался односложными ответами. И мне приходилось гадать, то есть, по-твоему, здесь я изобразил две пары, но из-за действий на предыдущих улицах у меня их не могло быть». Он на все отвечал: «Ага». Казалось, что в голове он понимает, что нужно делать, но не может этого объяснить. Впрочем, тот же Гальфанд признает, что выдерживать конкуренцию в эпоху солверов Блум просто не мог. То, что он представлял как свое достоинство, на практике стоило ему карьеры на высоких лимитах. На этом все. Благодарим за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И пишите в комментариях, о ком бы вы хотели узнать в следующих роликах. На канале уже есть биографии и других известных покеристов: Джейсона Куна, Майкла Матусова, Федора Хольца, Пола Фуа, а также очаровательной покеристки Кристен Фоксен. Рекомендуем посмотреть. Пока-пока!